Привет, друзья! Сегодня собрал для вас самые обсуждаемые новости Германии и мира, и каждый из них вызывает жаркие споры. Работодатели предлагают брать плату за каждый визит к врачу. Как это может изменить систему здравоохранения? Мерц готовится к реформе Бюргергельд, миллиарды экономии или новые конфликты в коалиции. В Соединенных Штатах Америки неожиданное решение. Президент Дональд Трамп велел перекрасить пограничный забор в черный цвет. Зачем это президенту? Левые настаивают на налоге для владельцев роскошных вилл. Кто из немцев заплатит больше всех? Германия вкладывает миллиарды в защиту от дронов. Хватит ли этого для безопасности армии Мерца? Ученые в Китае создали аппарат, который может свободно перерезать подводные кабели. Что это значит для мировой связи? И как европейские лидеры выстраивают отношения с Дональдом Трампом, дипломатия или игра на публику? Все эти темы разберу подробно, а самые интересные детали в середине и в конце выпуска. Поддержите канал подпиской, чтобы всегда быть в курсе событий, и давайте начинать. Итак, в связи с финансовым кризисом системы обязательного медицинского страхования Федерация работодателей выступила с предложением ввести новую контактную плату за каждый визит к врачу. Главная цель – это сократить количество ненужных обращений, которые, по мнению работодателей, существенно нагружают систему. Федерация работодателей считает, что пациенты должны приходить к врачу лишь по делу, а не ради рецепта или формального визита. Такая плата, по словам главы Федерации работодателей Стефана Кампетера, должна быть достаточно высокой, чтобы изменить поведение застрахованных, ограничить так называемое перескакивание от одного врача к другому, а не собирать прибыль для касс. Представитель Федерации также призвал к серьезным сокращениям в социальных расходах, заявил, что развитие социальной системы обгоняет возможности экономики. Он охарактеризовал положение государства как политическую трудность. Предложение Федерации работодателей вызвало живую реакцию. Представитель Союза терапевтов назвала эту идею абсурдной и предложила вместо нее внедрить обязательную систему первичного врача, что позволит лучше направлять пациентов и избавит от лишних обращений. Выполнение подобных решений требует тщательной проверки. Экспертные и общественные организации уже усмотрели введение риска для социальной справедливости. Они предупреждают, что дополнительные барьеры для визита к врачу могут осложнить положение хронически больных и малоимущих, которые могут отложить необходимую помощь. Более того, примеры прошлых попыток введения подобной платы, например, квартальная плата в 2004-2012 годах, показали, что это порождало бюрократию, но практически не влияло на поведение пациентов. А дальше еще интереснее. Канцлер Фридрих Мерц представил масштабное обещание. Новая реформа Бюргергельд должна сократить расходы на социальную систему на миллиарды евро. По его расчетам, переход к Грунсихерум, это базовому гарантийному пособию, позволит значительно сэкономить. В то же время социал-демократы активно снижают масштаб задуманного. В коалиционном договоре они предусмотрели ряд механизмов, которые позволяют сгладить преобразование. Министр труда Германии Бербель Бас четко расставила границы. Семьи с детьми не должны страдать от строгих санкций. Она настаивает на защите самой базовой социальной поддержки, даже если название Бюргергельд может быть изменено. При этом министр также решила усилить контроль за злоупотреблением системы соцобеспечения. Например, вводится более жесткий обмен данных между ведомствами, чтобы бороться с мошенническими схемами. Модернизация должна привести к лучшей интеграции в рынок труда, но без чрезмерных ограничений. Эксперты из разных лагерей обращают внимание, ожидания от реформы расходятся. Пока представители партии власти надеются на существенные бюджетные эффекты, союзники из посредничающих партий стремятся сохранить баланс социальных гарантий и ответственности. Встречный тренд на местах и в экспертных кругах говорят, что новый подход должен прежде всего стать более гибким, разумным и социально чувствительным. И это еще не все. Администрация Дональда Трампа приняла решение покрасить весь участок пограничной стены на южной границе Соединенных Штатов Америки в черный цвет. Инициатива исходит напрямую от самого президента Дональда Трампа, и главная ее цель – сделать поверхность стены настолько раскаленной на солнце, чтобы ее было крайне трудно преодолеть. Цитата: «Когда что-то черное, оно нагревается сильнее, и за счет этого еще труднее перелезть», объяснила министр внутренних дел Кристи Ноэм.
Эти слова прозвучали во время ее визита в штат Нью-Мексико, когда она лично нанесла первый слой черной краски. Также она пояснила, что черное покрытие продлевает срок службы металла, предотвращая коррозию, еще одну цель проекта. Это не первая попытка. В первой администрации, я напомню, Дональда Трампа подобная покраска уже проводилась на отдельных участках, однако она была вскоре отменена. Сейчас проект получил масштабное финансирование по так называемому Big Beautiful Bill. На строительство и укрепление границы выделено порядка, внимание, 46 миллиардов долларов. Помимо покраски, план включает установку новых технологий, это камеры и сенсоров, а также продолжение строительства стен и сооружений, чтобы сделать границу еще более защищенной и эффективной. А дальше еще важнее, новые инициативы от политиков Германии. Партия «Левая» предлагает ввести специальный налог на дорогие виллы. Это налог на роскошную недвижимость. Идея проста. С покупок недвижимости стоимостью от 4 миллионов евро взимать дополнительный процент. К примеру, два варианта обсуждаются. Доплата в 5% к налогу на покупку дома или повышение налога на владение. Предложение вдохновило Лос-Анджелес, где подобный налог принес более 400 миллионов долларов в прошлом году, и эти средства направлялись на строительство доступного жилья и помощь бездомным. Лидеры левых говорят, что те, кто живет на огромной площади и большую часть времени дома, будто накапливают недвижимость как символ статуса, должны платить за это, а деньги пойти на жилье для тех, кто не может его найти. Но в предвыборной коалиции уже раскритиковали инициативу. Финансовый сенатор Гамбурга от Социал-демократической партии Германии назвал идею левацким популизмом, указав, что налог может противоречить Конституции и создает резкие скачки ставок без логики. Также опасаются увеличения арендной платы и ухудшения делового климата. Федерация городов и общин предупредила, уже сейчас идет реформа базового налога на недвижимость. Вмешательство сейчас может вызвать юридические сложности. Если разделять ставки для очень дорогих зданий, легко получить новую бюрократию. И еще новости про оборону Германии. Правительство Германии планирует значительно усилить оборону от дронов. По последним данным, военные ведомства готовятся разместить крупный заказ на систему Sky Ranger у производителя Rheinmetall. И речь идет о сумме от 6 до 8 миллиардов евро. Предполагается закупка около 500-600 таких мобильных боевых платформ. Напомню, что Sky Ranger – это автоматическая система ближней противовоздушной обороны на базе колесного бронетранспортера «Боксер». Она оснащена скоростной пушкой калибра 30 мм с программируемыми боеприпасами, а также возможностью использования коротких вылетных ракет, что делает ее эффективной против малых и быстро движущихся целей, таких как дроны. Система должна восполнить пробел, оставшийся в войсках с 2010 года, когда на хранение списали знаменитые самоходные зенитные установки «Гепард». За последние годы количество зафиксированных случаев использования дронов, в том числе для шпионажа над военными объектами, резко выросло. Только в первом квартале этого года их было зарегистрировано, внимание, 270. Потребность в новой системе подтверждается и планами по усилению защитной структуры армии. Ранее был заключен договор на изготовление 19 таких систем, однако сейчас речь идет о масштабной расширенной закупке. Согласно инсайдерским данным, Германия намерена получить сотни Sky Ranger к середине следующего десятилетия. А теперь новость, которая вызывает обеспокоенность не только у Германии или Европы, а у всего мира. Недавно стал известен новый технологический прорыв. В Китае создали устройство, способное перерезать подводные кабеля связи на глубине до 4 километров. Такие кабели обеспечивают передачу почти 95% мировых данных от банковских операций до интернет-серфинга. Аппарат разработан китайским научно-исследовательским центром судостроения. Он оснащен алмазным кругом, способным прорезать стальные армированные линии и выдерживает огромное давление благодаря титановому корпусу и герметичным уплотнениям. Прибор может быть установлен на глубоководных аппаратах, пилотируемых или дистанционно управляемых. Хотя официальное устройство позиционируется как инструмент для спасательных и горных работ на дне моря, специалисты предупреждают о его двойном назначении. Его применение у стратегических узлов связи может привести к серьезным сбоям в коммуникациях, например, вблизи военных баз или важных трансатлантических маршрутов.
Последние инциденты, включая повреждение подводных линий в Балтийском море, вызывают тревогу. Повторяются случаи, где кабели повреждаются рядом с определенными государствами, что вызывает дискуссии о причинах происшествий. Новый аппарат значительно упрощает такие операции на больших глубинах. Итог. Перед современной мировой инфраструктурой встает новый вызов – оборудование с военно-прикладным потенциалом, который может повлиять на ключевые коммуникационные маршруты. Это сигнал к тому, чтобы государства усилили защиту подводной коммуникационной сети и оперативно реагировали на подобные технологические вызовы. А дальше еще интереснее. Экс-советница посредством массовой информации у канцлера Ангелы Меркель Ева Кристиансен оценила приветливый тон, который европейские лидеры дали на встречах с президентом США Дональдом Трампом как политически мудрый ход. По ее словам, во время переговоров европейцам удалось донести свою позицию, не переходя к грани чрезмерной льстивости. Кристиансен подчеркнула, цитата, «Существует тонкая грань между дипломатической любезностью и чрезмерной уступчивостью, но во время визита не было ощущения, что Европа перешла эту черту». Она назвала рост демонстративного дружелюбия оправданным инструментом в процессе достижения целей, в частности, остановки агрессии и избежания диктата в мировых переговорах. Она также отметила стилистику Дональда Трампа, цитата, «Он превратил овальный кабинет в арену реалити-шоу, где государственные визиты не диалог, а сценарий для камер». По ее словам, задача дипломатов – пройти этот спектакль, сохранить свое выступление и донести главное, даже если зрителям и режиссером одновременно выступает лишь один человек – президент. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.